Добрый день, уважаемые сенаторы и депутаты Государственной Думы. Уважаемые граждане России, сегодняшнее мое посылание адресовано нашему феодальному собранию, ну и ко всем остальным холопам, которые нас сейчас смотрят в кинотеатрах и на фасадах своих пошарпанных домов. Димон, ну перестань этой хлопней страдать. Ты еще по лбу себе постучи. Да я пошутил. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы. Чего вы все улыбитесь? Я сейчас не про ваши доходы говорю. В 2020 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. Кто в этом виноват? А главное, кто смог такое допустить? Большой вопрос. Будь я президентом все эти годы, я бы такого не допустил. Поэтому я иду в президенты России, чтобы решить все эти вопросы до 2030 года. И если не решу, то даю слово, пойду еще раз в президенты до 2036, чтобы решить их раз и навсегда. Вдумайтесь, 42 миллиона за чертой бедности. Куда все это время смотрел наш чертобедностный комитет, на который мы выделяли 800 миллиардов рублей? Я уже поручил нашим, насрать на ваши правоохранительным органам, незамедлительно разобраться с этим вопросом. Мы, кстати, на эти разборки дополнительно уже выделили еще 300 миллиардов. Петр Толстой, ну хватит уже там ковыряться в носу и козявки разнюхивать. А тем более вытирать их об соседа спереди. Я понимаю, что вам скучно. Всем скучно. Но как-то же люди делают вид, что им интересно. Димон, ну я ж попросил. Да, и если уж ковыряетесь в носу, то ковыряйтесь хотя бы в своем. Продолжим. Начну с одной из самых острых проблем. Демографической. Очевидно, что демографического чуда без должных усилий не произойдет. Мы должны работать над этим. Мужчины должны пыхтеть над своими женщинами и день и ночь, не покладая брюк. А женщины, в свою очередь, должны рожать как не в себя. Желательно сразу двойнями, а еще лучше пятернями. И как глава государства я инициировал до 2030 года выделить 700 триллионов рублей на создание первых в стране женских центров стратегического обрюхачивания. Гундяй, Кириллов, Кирилл Гундяев, сними уже эту свою шапку, я из-за нее не вижу, кто там за тобой сидит. А, это Сальдо с Пушилиным. Фу, Кирюш, надень обратно шапку, не хочу видеть этих залетных. Ведь посмотрите, сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030-му она должна составить не менее 78 лет. В дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+, потом 90+, 100+ и так далее. А к концу моего 12-го срока правления все россияне должны стать бессмертными. Ну, за исключением неугодных для власти персонажей. И для этого на разработку эликсира бессмертия мы уже выделили 500 секстиллиардов рублей. Вопрос лишь за медицину. А в каком месте сейчас находится наша медицина? Валь, Матвиенко, не надо при всех показывать, тем более на себе. Сядь на место, пожалуйста. Ну куда ты села, ты ж потом с этого стакана пить будешь. Кстати, по поводу алкоголя. Пить стали меньше, особенно крепкий алкоголь. Это вам подтвердит любой трезвый Дмитрий Анатольевич, сидящий в этом зале.
В этом году он пришел без перегара, без своей фирменной красной физиономии. И даже ни разу не уснул, пока я выступаю. Разве могут быть еще более веские доказательства? Помните эту шутку, да? Бросай пить, вставай на лыжи. Димон, что ты там показываешь? А, ты уже молодец. Что касается малого и среднего бизнеса, то они стремительно развиваются. И хочу отметить положительную динамику. Только за последние 2 года в России появилось более 100 тысяч новых современных агентств ритуальных услуг. А это, в свою очередь, создание новых рабочих мест для создания новых лежачих мест. И все это потому, что мы хотим дать возможность нашим мужчинам хорошо зарабатывать. Чтобы любой солдат-срочник или контрактник, сидя в уютном окопе, мог зарабатывать больше, чем какой-нибудь айтишник, сидящий в своем унылом офисе. К слову сказать, быть офисным планктоном в наше время... Куда я попал? И более того, опасно. Сидячая работа – это... Надо открыть глаза пошире, чтоб не уснуть. Вес. Это скукотища, в конце концов. Блин, а вот служба в армии – я, кажется, забыл выключить дома утюг. Путешествия в соседние страны. Общение на свежем воздухе с коллегами, так сказать, с единомясниками. Да и вообще это... Да и хрен с ним, с тем утюгом. Куплю новый. Каждый день проживать так, будто бы он последний. Ну ведь согласитесь, здорово же. И если чудо не случится, и я снова стану президентом, то все это я вам гарантированно обеспечу до 2036 года.